В Гарвардской бизнес-школе в 1979 году был проведен опрос. Студентам задали вопрос: ставили ли вы четкие письменно оформленные цели на будущее и составляли ли план по их достижению? Оказалось, что лишь 3% опрошенных имели такие цели и планы, 13% имели цели, но не записывали их, и около 84% студентов не имели никаких конкретных целей. Через 10 лет они были опрошены снова. Оказалось, что 13% имевшие, но не записывавшие свои цели, зарабатывали в среднем вдвое больше, чем 84% не ставивших перед собой никаких целей. Но самое удивительное, что 3% письменно фиксировавших свои цели зарабатывали в среднем в 10 раз больше, чем оставшиеся 97% опрошенных вместе взятых. Единственное различие между этими тремя категориями заключалось в четкости постановки целей. Если цель поставлена правильно, человек не принесет беспокойств в обществе. И он несет гармонию, наоборот, в общество. И в свою жизнь, и в жизнь окружающих людей. Он будет как бы гармонизировать, он будет желанным человеком для всех. Важным, нужным. Первый секрет настоящего мужчины. Целеустремленность. Важно ставить цели на неделю, месяц, год. Необходимо прописывать их. Анализировать, что мешает, а что помогает в их достижении. Нужно прикладывать усилия в том, что тебя развивает. Планируя действия в этом направлении, можно раскрыть свой потенциал. В том, кто они, люди всегда обвиняют обстоятельства. Я не верю в обстоятельства. Те, кто преуспевает в этом мире, встают и ищут обстоятельства, которые им нужны. А если не могут найти, создают их сами. Несамостоятельность означает, что я еще не принимаю своих решений, не несу еще ответственности сам за свою жизнь. Я все еще маленький ребенок. И человек просто живет, не задумываясь ни о чем. Просто перекладывая все эти проблемы на своих родителей. Пусть сами решают. Я ничего не знаю. Второй секрет настоящего мужчины. Ответственность. Необходимо принимать на себя ответственность – это основной признак зрелости. Важно брать обязательства и выполнять их. Любой поступок или его отсутствие будут иметь последствия. Однажды один ученый, проходя по парку, заметил на кусте кокон, из которого пыталась выбраться бабочка. В коконе была узенькая щель, и бабочка прикладывала все силы, чтобы вылезти из него. Ученый остановился и наблюдал за бабочкой какое-то время, но ей так и не удалось продвинуться даже на чуть-чуть. Тогда он достал перочинный нож и надрезал кокон. Бабочка тут же вылезла, однако ее тельце было немощным и слабым, а крылья еле двигались. Ученый продолжал наблюдать за бабочкой, думая, что ее крылья окрепнут, и она полетит. Но этого не произошло. Она так и не смогла полететь. Ведь именно те усилия бабочки, которые нужны, чтобы выбраться из кокона, укрепляют ее крылья и дают способность летать. Если понаблюдать, как она тут рождается, выходит вот эта бабочка из кокона, боже мой, это невероятное усилие. Кажется, просто, знаете, она может умереть, эта бабочка. Из чувства сострадания мы иногда хотим помочь. Вот надрежем кокон снаружи, поможем ей. Она легко выбирается оттуда, но летать не умеет. И с этой точки зрения многие люди ждут как бы простой, то есть легкой жизни. Вот родители что-то для меня сделали, оставили квартиру, оставили какие-то деньги, машину, надрезали кокон. Что я наблюдаю большей частью, такие люди молодые становятся либо наркоманами, либо что-то еще в этом духе. Они даже не ценят. И родители часто вот сильно страдают из этого, что столько мы сделали, но они не ценят этого. Не поняли даже, потому что кокон надрезан был. И они летать не умеют. У них нет высоты полета такой, чтобы вот эти вот деньги, вот это вот традиции семейные использовать на таком уровне. Они их просто проедают, просыпают. Летать не умеют. Они просто по земле ползать начинают с этим вот наследством. Настоящая трагедия – это трагедия человека, который ни разу в жизни не сконцентрировался и не предпринял ни одного величайшего усилия. Он никогда полностью не реализует своих способностей.
никогда не встанет в полный рост. Например, если вы вот едете по Москве, сложное движение очень. Если вы знаете правила дорожного движения, вы уверены. Если вы первый раз сели за руль, сразу в Москву поехали, то представьте, на каждом повороте вы не уверены, что делать. Пропускать или проезжать, и с какой стороны и прочее. Это страх постоянно. Поэтому подлинное образование человеку дает эту уверенность. Он получает знания и становится уверенным. Это сверхспособность человека. И она есть у каждого. Вот этот героический талант, у мальчишек особенно. Это нужно воспитывать, взращивать, потому что они все потенциальные герои именно люди эти, молодые люди. И этому нужно обучать, потому что если сверхспособность не раскрыть, человек споткнется на первой же неудаче в своей жизни, проявит слабость и будет разочарованным, как вы сказали уже, несчастным.